Несколько слов перед началом второй серии о своеобразной польской политической традиции, связанной с выборами короля. Надо сказать, что избрание короля – это не изобретение Польши, но Польша сделала в этом наибольшее продвижение в сторону демократии. Короли избирались на сеймах, на вальных сеймах, на общих сеймах Речи Посполитой, то есть короны княжества. Кандидатов было, как правило, несколько. Они поддерживались различными придворными партиями. И это был весьма любопытный процесс, более напоминающий пожар в публичном доме во время наводнения. Но поначалу все было достаточно серьезно. То есть сначала короли избирались по мере необходимости и по способностям. Прежде всего, это Штефан Баторий. Это военный король, это военный администратор. Он не имел какой-то опоры на группы влияния, на магнатские роды. Он пришел со стороны, сделал свое дело, победил в войне и ушел. Умер. Генрих Валуа, которого избрали, который потом бежал в ужасе из Польши, это уже попытка приобщиться, так сказать, к европейской традиции. А дальше уже было все интереснее и интереснее. Об этом вы услышите в лекции. Спасибо. Небольшое отступление для начала. В российской, да и в советской тоже литературе частенько попадается название король Речи Посполитой. Это неверно. Такой должности, такого звания никогда не существовало в природе, потому что Речь Посполитая, Жечь Посполита, это калька с латинского слова республика, то есть общее дело, общая ценность, общая власть. Это название конфедерации Литвы и Польши, и правители Речи Посполитой всегда назывались король польский и великий князь литовский. Никогда они не были королями Речи Посполитой, потому что в республиках королей не бывает. Это так, мелкая мелочь, не имеющая непосредственного отношения к нашему повествованию, так просто для информации. Итак, короли Речи Посполитой и великие князья литовские. Нас интересует из них трое. И все, когда подбор, Жигимонт. Жигимонт I Старый, Жигимонт II Август и Жигимонт III Ваза. Начнем с Сигизмунда I Старого. Он к нашей истории имеет отношение опосредованное. А именно, он был женат на Боне Сфорце. Он был отцом Жигимонта II Августа, и он был внебрачным отцом Беаты Костелецкой. Эти все персонажи потом сыграют достаточно большую роль в нашем повествовании. Затем Жигимонт II Август, последний Егелон, правивший до 1572 года и ввергнувший Великое княжество Литовское в войну с Москвой, поэтому вынужденный подписать Люблинскую унию, которая стала первым шагом к объединению Литвы и Польши. У него, к сожалению, не сложилась личная жизнь. Первая его жена была, по легенде, отравлена мамой. Мама там еще та была подруга, наследница Борджиа и Медичи, отравительница еще та. Затем он был женат тайно и к удовольствию всей польской знати на Барбаре Радзивилл, также отравленной. Как следует легенда, той же самой Боны Сфорцы с помощью кинжала, на одну сторону которого был нанесен яд. Этим ножом Бона Сфорца разрезала яблоко, отравленную сторону дала своей невестке, вторую съела сама. Та, увидев, что яблоко благополучно было съедено королевой матерью, съела свою половину и умерла. Не суть важно. Важно, что после смерти Жигимонта II Августа
Прервавшаяся династия погрузила Польшу в некий управляемый хаос, длившийся достаточно долго. То есть Польша была в состоянии войны, вела войну с Россией, с Москвой, Ливонскую войну, правда, неплохо закончившуюся для Польши Ямзапольским миром. Вот. Ну, проблем было очень много, более чем много. Был военный, так называемый военный король Стефан Баторий, был избран на недолгий срок Генрих Валуа. Это все персонажи промелькнули и исчезли, потому что это были не настоящие короли. Настоящим королем стал Жигемонт III Ваза, который, собственно, и является главным действующим лицом нашего повествования, одним из главных действующих лиц. Именно благодаря ему произошло многое из того, о чем мы расскажем дальше. Правление Жигемонта III пришлось на очень интересную эпоху. Это стремительное развитие продовольственных рынков Западной Европы, о которой мы говорили раньше, и постоянный рост спроса на польскую пшеницу. Сам Жигемонт III, будучи сыном Екатерины Ягеллонки, претендовал на шведский престол, учился у иезуитов и всю свою жизнь был яростным, ревностным католиком. Для Польши это может быть хорошо, вот для Литвы и Литовской Руси не очень. Дело в том, что государственное устройство Речи Посполитой, оно было достаточно своеобразным. Король, по сути, фигурой был более номинальной, нежели реально правящей. Вся власть в основном была у магнатерии, которая на вольных сеймах, на общих сеймах решала свои вопросы. Король же пытался, конечно, провести какие-то начала самодержавия, но у него ничего не получалось, к сожалению, или к счастью. Он отыгрывался на простых людях и отыгрывался на мелкой шляхте. Поскольку он был яростный и ревностный католик и иезуит, он полагал, что все государственные посты, а самое главное, все экономические бразды правления должны быть в руках католиков. Именно это и послужило основной причиной решительного изменения теологического ландшафта Речи Посполитой. Мы знаем, что вот в конце XVI, начале XVII веков православная шляхта Великого княжества Литовского и Литовской Руси большей частью начала массово переходить в католичество. Более того, мы прекрасно знаем историю Брестской церковной унии, о том, как православная церковь на землях Великого княжества Литовского и Литовской Руси практически в одночасье перешла под управление Рима и Ватикана, сделавшись униатской. Почему это произошло? Ну, есть масса причин, многие историки называют свои. Мы же остаемся на одном простом моменте, называемом Гульден Запут. Мы о нем уже говорили в прошлой лекции и повторим еще раз. Украинская пшеница из польских Украин продавалась на рынках Амстердама и Лондона по Гульдену Запуту. Это очень большие деньги. Это очень серьезные деньги. И ради этих больших денег делалось все, что возможно. Как была устроена экономика королевства польского? Какие-то определенные усадьбы, фольварки постоянно переходили из рук в руки. То есть они выдавались в пожизненное владение какому-то шляхтичу. Шляхтич умирал, эта земля становилась свободной. На нее претендовали его соседи, его родственники и друзья. Король же решал, кому именно отойдет этот фольварок. Потому что фольварок, он, помимо всего прочего, это была служилая территория. С каждого фольварка какое-то определенное количество конных воинов нужно было выставлять на посполитое рушение. Так вот, Жигемонт III, будучи иезуитом, католиком до самых кончиков ногтей, все освободившиеся фольварки, а самое главное, свободные территории за Днепром и южнее границы по
Братславской Украине он отдавал только католикам. Поэтому естественным образом шляхта Литовской Руси достаточно быстро начала понимать, что, оставаясь православными, никакого гульдена запут она не получит. Поэтому начался массовый переход православной шляхты, православного дворянства, православной магнатерии в католичество. Причем фамилии там были самые разные, самые известные, самые знаменитые, которые затем в Польше были самыми что польскими, на самом деле это были русские фамилии. Они ушли в католичество, чтобы сохранить доходы, а главное их приумножить. Гульден-запут – это очень веский аргумент, чтобы сменить веру. Далеко ходить не будем. Князья чарторийские, между прочим, Рюриковичи, боковая ветвь волынских князей, были православные, стали католики. Хотя люди очень не бедные, тем не менее, для сохранения своего маёнтка они решили сменить веру, это нормально. Вишневецкие тоже, опять же, православные, ставшие католиками. Далеко ходить не надо. Даже сыновья ревнителя православия Константина Василия Острожского сделались католиками. Князья Друцкие были Рюриковичами и русскими православными, стали поляками и католиками. Брянские бояре Сапеги. Это лед не княжеский, но тем не менее тоже дворянский. Тоже были православные, стали католики. Тоже в то же время, в первой четверти 17 века, тотальный переход русских родов в католичество. Князья Заславские, Сбаражские, Корецкие, Сангушки и так далее. Уходили с песнями и плясками. Главное, потому что по простой одной причине гульден-запут. Что означает гульден-запут? Это означает, что есть огромные территории заднепровских Украин. Огромные необрабатываемые территории прекрасного чернозема, на которой существует коронный привилей, королевский привилей, который выписывается людям, которым король Жигемонт III считает возможным передать эти земли. И эти люди быстренько становятся католиками, чтобы претендовать на эти огромные земли. Все очень просто, гульден-запут. Но не только шляхта Литовской Руси стремилась перекреститься. Нет, не только шляхта. Гораздо больше рвения в изменении своего состояния проявило духовенство. Дело в том, что на землях Литовской Руси православие существовало уже к тому времени 500 лет. Это было нормальное вероисповедание, принятое народом, воспринятое нормально, как родное. И посполитые, то есть простой народ, и шляхта, и магнатерия, они были все одной веры. Они все были православные. И тут происходит воцарение на польский престол Жигемонта III Вазы, католика и иезуита. Магнатерия мгновенно бросилась перекрещиваться. Шляхта с треском и скрипом, но тоже пошла в католики. А вот что делать православным иерархам? Дело в том, что церковь православная в то время тоже была очень неслабым землевладельцем. Она тоже имела хорошие доходы с земли, она владела крестьянами, она владела территориями, сдаваемыми в аренду. Она получала с этого хороший доход. Но проблема была в том, что Жигемонт III не доверял православным иерархам. Соответственно, они остались в стороне при разделах и раздачах привилеев. Это было обидно. Это было невозможно обидно, это было нечеловечески обидно. Что делают иерархи православной церкви в этой ситуации? Они поднимают вопрос об унии. Дело в том, что уния церквей уже была.
Во время, когда Константинополь находился под угрозой османского вторжения, некие иерархи православной церкви греческой уже были во Флоренции и там подписали Флорентийскую унию в 1444 году. В надежде на то, что после этой унии, значит, католические монархи Западной Европы бросятся на помощь Византийской империи и спасут ее от турков. Этого не произошло. В 1453 году Константинополь рухнул. Уния не помогла. Но та уния была не совсем правильной унией. Православные иерархи Литовской Руси решили, что вот они подпишут унию правильную, которая позволит им, оставаясь православными внешне, быть для короля католиками. Это трудно, это практически невозможно, но в принципе они решили, что они смогут это сделать. И в 1593 году начались интенсивные переговоры о переходе православных приходов к Литовской Руси под власть римского папы. Архиепископы и епископы православные Литовской Руси, Ипатий Пацей, Терлецкий и прочие, начали агитировать приходы за переход под власть римского папы, где Константинополь пленен, Константинопольский патриарх слаб, сам ездит в Москву за подаянием, предстоять иерархам он не может, помощи оказать он не может, и в принципе оставаться православными без своего настоящего подлинного предстоятеля по большому счету бессмысленно. А вот римский папа, вот то настоящий предстоятель, тот матерый, вот тот в обиду точно не даст. Нельзя сказать, что паства на это повелась. Нет. Большинство православных отказалось от унии. Создавались православные братства, которые исключали из своих рядов сторонников унии. Дошло до того, что многие иерархи, ратовавшие об унии, оказались не просто в меньшинстве, они оказались бойкотируемы своей паствой. К ним никто не приходил на проповеди, их никто не слушал, их не уважали, им не доверяли. Но им доверял король Польши. И поэтому и Пацей, и Терлецкий решили опираться в своих действиях не на мнение паствы православной Литовской Руси, а на благоволение своего монарха. Ну, в принципе, логично и разумно. И таким несложным путем в 1596 году, в мае месяце, в городе Бресте была оформлена Брестская церковная уния, которая подчиняла все православные приходы Литовской Руси и все православные приходы Великого княжества Литовского римскому папе. Если, скажем так, на будущей Украине, то есть на Литовской Руси, это еще прошло более-менее спокойно, то на Великом княжестве это вызвало жесткую оппозицию. То есть, скажем так, достаточно много униатских священников и сторонников унии были просто убиты. Тот же епископ Иосафат Кунцевич. Достаточно долго Литва сопротивлялась унии. Ну, а Литовская Русь, будущая Украина, достаточно быстро ушла под унию и, в общем-то, достаточно быстро забыла о своем православном изначальном происхождении. Уния позволила православным иерархам Литовской Руси участвовать в получении новых земель. Уния позволила им богатеть. Уния позволила им участвовать в разделе того самого пресловутого Гульдена Запут. И с их точки зрения оно того стоило.
Но был человек, был Магдат, был очень серьезный нотабль Литовской Руси, который решил этому решению не подчиняться, который решительно отверг само понятие унии, который остался православным до мозга костей. Я говорю о Константине Васильевиче Острожском. О нем мы поговорим в следующей лекции.